Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, в олимпийский сезон по особому пути идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кто и как ставил произвольную программу для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова? Почему половины сборной, кто заявлен на Skate America, нет визы в США, и у тренеров, и у спортсменов? Александр Горшков отреагировал на публикацию ЕСУ об участии трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, и ответил, будут ли они в России. Друзья, для нашей любимой группы Этери Тутберидзе, мы создали второй канал на ютубе, Team Тутберидзе Видео, на котором будут новые видео и короткие видео-шортс. Подписывайтесь на наш второй канал, чтобы ничего не пропустить, будем очень рады вас там увидеть. Ссылка на канал будет в описании, и на главной странице нашего YouTube канала. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут в олимпийский сезон по особому пути. Весной они в очередной раз за это четырехлетие обновили тренерский штаб, присоединившись к группе Этери Тутберидзе. В США они полетели вместе с Тутберидзе и пермским тренером Павлом Слюсаренко, который помогает им с технической частью. Максим Траньков объяснил свое отсутствие за бортиком закончившейся визой в США. Короткая программа пары была поставлена Александром Жулиным на музыку Клода Дебюсси «Clair de Lune». Первым же нововведением новых тренеров стало изменение порядка элементов. В последние годы Тарасова и Морозов стартовали с коронной тройной подкрутки, а нынешняя короткая программа начинается с параллельного тройного тулупа, их проблемной прыжковой части. К сожалению, Женя снова на нем ошиблась и упала. Но главной неожиданностью стало даже не падение, а костюм партнерши. В середине программы платье Тарасовой из обычного синего стало голубым с четко выраженным рисунком лунного отражения. Сразу вспоминается трансформация платья Анны Щербаковой в «Жар-птица». Короткую программу оценили 75,97 балла, без ошибки на тулупе это могло быть выше 80 баллов. В качестве произвольной программы Тарасова и Морозов выбрали трек «Lighthouse», которую поставил Даниил Глехингаус. Допущенная в короткой программе ошибка взбодрила Евгению, в произвольной она справилась и с сольным прыжком, и с каскадом 3-2-2 из тулупов. Владимир Морозов немного смазал выезд из каскада, за что пара получила не максимальный гой от судей за этот элемент, дальше они обошлись без ошибок. 151,66 балла за произвольную программу в августе месяца, громкая заявка на олимпийский сезон 2021-2022. Главный вопрос, зачем они поехали так рано на турнир? Как минимум, опробовать соревновательное взаимодействие с Тутберидзе. Для Этери Георгиевны это первая работа с парным катанием. А времени в олимпийский сезон достаточно мало для экспериментов, поэтому чем раньше, тем лучше. К тому же, у Тарасовой не было опыта с костюмом-трансформером, такие моменты обязательно нужно тренировать в стрессовых условиях. Как максимум отработать план подготовки к этапу Гран-при Skate America, который пройдет в конце октября. Из-за вируса спортсмены практически весь прошлый сезон выступали в России, а единственным международным стартом для них стал чемпионат мира в Стокгольме. В Швецию они летели прямым рейсом, а с акклиматизацией скорее всего не было проблем, из-за маленькой разницы во времени. В Лас-Вегасе же на 10 часов меньше, чем в Москве, а добираться им придется больше 16 часов. В целом, для середины августа Тарасова и Морозов показали результат намного выше, чем ожидалось. Сразу напрашивается сравнение с провальным челленджером при Марине Зуевой 2 года назад, когда они сорвали половину произвольной. К тому же, Евгений и Владимир не стартовали так рано с 2013 года, когда катались еще по юниорам. Конечно, работы над стабильностью прыжков еще много, но пара уже выглядит собраннее, чем на чемпионате мира полгода назад. Осталось только удержать планку на протяжении всего сезона, Тутберидзе готова бороться за место на Олимпиаде. Траньков о визах в США, расширении тренерского штаба Тарасова и Морозова и тренировках в Хрустальном. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли предсезонный турнир Кренберри Кап в Бостоне.
Вместе с фигуристами в США полетела их главный тренер Этери Тутберидзе и пермский специалист Павел Слюсаренко, работающий с парой в формате консультанта. Их второй тренер Максим Траньков наблюдал за прокатами подопечных из России, так как у него нет американской визы. Максим, как вам дебют Евгении и Владимира в сезоне? Было, конечно, падение с параллельного тулупа в короткой программе, но форма для августа, как показалось, у ребят просто бомбовая. Если смотреть на короткую и произвольную программы, они по стилистике немного схожи. Но я бы так не сказал, абсолютно камерная, классическая короткая программа. В произвольной – современная музыка со словами. Лично я не вижу тут ничего общего. Не согласен, что они похожи, для меня они абсолютно разные. По короткой была информация, что ее ставил Александр Жулин. С произвольной, вроде как не определились, кто ее в итоге ставил. Сложный для меня вопрос, потому что и в короткой, и в произвольной была коллективная работа. Идею произвольной воплотил и придумал Дани Глейхенгаус. Он предложил музыку и задумку, а там уже все доводили коллективно до ума. Дани заложил основу, Этери Георгиевна очень-очень много всего делала, Алексей Тихонов, и я. Тихонов, получается, тоже участвовал в постановке произвольной программы. Да, он тоже работает с ребятами, пока мы в Москве, работаем с Алексеем вместе. Итак, с парой работаете вы, и команда Этери Георгиевны. Но это очень важный сезон для ребят, мы здесь, как говорится, не экономим ни на чем. Одна голова, хорошо, две еще лучше, ну а 6, совсем замечательно, главное, никто никому не мешает. Паша Слюсаренко находится большей частью в Перми, по видеосвязи тренирует. Я отправляю ему все прокаты, так он их оценивает. Штаб Тутберидзе – это голова, которая и план тренировок разрабатывает, и все остальное. Сергей Дудаков на прыжки выходит постоянно, у нас выделено время, когда он занимается с ребятами. Дани Глейхенгаус отвечает за хореографию и следит за прыжковой частью. Но Этери Георгиевна следит за всеми нами, мотивирует и организовывает все это. Ну и хотелось бы уточнить по поводу льда для Тарасова и Морозова, удалось ли решить этот вопрос. Мы тренируемся в самбо-70 в Хрустальном, лед у нас там есть. Когда возникает необходимость, переезжаем в Новогорск, но это было пока всего один раз. Был летний тренировочный сбор, и сейчас мы тренировались вместе с юниорской сборной, потому что туда приезжал Паша со своими ребятами. Мы присоединились к их группе, чтобы подготовиться к турниру в Бостоне. А что насчет визы в США у вас? Ненормально, конечно, нет у меня визы, ее не получить. Федерация будет пытаться сделать их для тех, кто выезжает на Skate America. Потому что там у половины выезжающих их нет, в том числе и у спортсменов. Будут отправлять запрос в Госдеп, пытаться вот таким образом решить этот вопрос. Но я повторюсь, сейчас у половины сборной, кто заявлен на Skate America, нет визы в США, и у тренеров, и у спортсменов. Неприятно, совершенно не ясно, что с этим делать. Ну, как показала практика, ничего страшного, можно и без меня съездить и выиграть турнир. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на публикацию Международным союзом конькобежцев ИСУ правил участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию. На прошлой неделе ИСУ представил правила участия фигуристов-трансгендеров в мужских и женских соревнованиях. Сменивший пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменивший пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 на протяжении как минимум 12 месяцев до первого соревнования, и в течение всего соревновательного периода. Это решение Международный союз конькобежцев принял на основании решения Международного олимпийского комитета. Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить. Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть. Не уверен, что это вообще будет происходить, будут ли такие случаи. Поживем, увидим, сказал Горшков.